волнительно тут ехать, потому что я переживаю за количество людей, которые тут находятся. В общем, я не расслабленно чувствую себя и жду, когда мы быстрее уже доедем, чтобы выйти. Сзади меня, вон там, стоят две панкейковые машины, то есть там просто такой пакет с массой, и ты можешь просто смотреть, как она выдавливается автоматически, вот так он проходит и вываливается уже готово. Такие вот панкейки. Это так удобно и прикольно. Ну, значит, в субботу приехать сюда пока что кажется идеей не самой лучшей, потому что помимо количества туристов, тут еще просто много активностей разных. Честно, не знаю, что здесь происходит. А нам надо... Ой, ё-моё, там очередь длиною в жизнь. Очередь, чтобы сесть на речной трамвай. Коротко о том, как много людей на мосту. Мы еще проходим. Вот такой плотный. Будем стоя плыть. Вот через маленькую щель хоть поснимаю. Мой источник воздуха, и вот можно поснимать хоть чуть-чуть красивое что-нибудь. Честно, здесь очень жарко, здесь очень душно, здесь очень некомфортно, и я хочу быстрее выйти отсюда. На мосту очень много людей, как и на всех мостах. Мне кажется, сейчас мы приехали в самое оживленное время и день, и... Смотрите, вот эта остановка, Реалк называется, то есть получается, нет, это не маршрут, это не трамвай. Вот трамвай вот такой, вот так он выглядит, на них вот так написано ACTV, но он пустой, им повезло, да, мы зашли в очень плотный. Я жду, когда мы приедем. А? Я жду, когда мы приедем уже. Куда? На конечную станцию. А еще... А что там? Там? Ничего. Просто мы пользуемся проездным, потому что мы его купили на день, и теперь надо ездить. Но я не могу сказать, что такой вид транспорта мне нравится больше, чем наземный. Окей. Первый мост, который я узнаю здесь, потому что вчера мы на него поднимались. И вчера мы ходили туда. Так выглядят подъезды. То есть только с воды можно заходить туда. Вот. Приехал, зашел, припарковал свою лодку. Ну вот под конец стало лучше, потому что стало очень просторно внутри. Я стала у окна, и мы быстрее плывем. Но вначале это дикий стресс. Мне кажется, мы приехали в самый центр Венеции, потому что здесь, ну, там красивое здание, конечно, но количество людей, количество активности, количество базара, вокзала здесь неистово высокое. Но это была конечная, так бы я, конечно, здесь не вышла на самом деле. В общем, вон там вход вот в этот собор, и очень длинное здание. Интересное, кстати. Что я понимаю, меня радует, что мы не особо музейные ребята, и все эти очереди пропустим. А еще чайки так близко летают, что, мне кажется, они... Это венецианские агрессивные чайки. Мне понравилось вот это. Я бы купила эти очки, на самом деле. Пока мы дошли до вот этого моста, я уже очень устала, потому что мы протискивались по маленьким узким улицам среди такого количества людей. Сложно пытаться хорошо относиться к этому месту, когда... Вау, какая классная улица, очень прикольная. Такая просторная, разгуляться не хочу. Так, я впервые взяла пасту здесь. Вот так вот я делаю.
готова в целом просто есть хлеб, макай его во что-то и все. Вот такой салат капреза принесли. Это, конечно, очень странно выглядит, но все равно на него здесь очень вкусный хлеб и паста, которую я съела, аррабиата. Самая простая паста, но она такая вкусная оказалась. Вот этот толстый гатто сидел в соседнем кафе на столе прям. Мне кажется, ему так все равно. Эй, что тебе интересно? Может, это Гарфилд? Вот тот остров, там только кладбище находится. И мы сейчас едем туда, чтобы найти одно место. Тут так тихо и спокойно. На полу что-то написано. И такое дерево, как в фильмах. Дойти дальше, потому что я иду к конкретному месту. Вот здесь он захоронен. Вот мини-Венеция. Только это не Венеция, этот остров называется Мурана. Нам надо было пересесть, чтобы плыть на Бурано, и как бы вот очередь, чтобы зайти на станцию, чтобы сесть на трамвай. И вот теперь как бы вопрос, да, насколько оно нужно в целом. Стоит ли оно того? Туда плыть минут 40 еще. Тоже неплохо, мне кажется. В общем, пока сидим в Мурано. Интересное название вот эти вот. Городок или район, или остров известен своим вот стекольным ремеслом. То есть тут производят его. Тут есть музей стекла. Очень много магазинов со всякими этими сувенирами, картинками, игрушками, статуэточками из стекла сделаны, разноцветные. А еще у меня разные сережки. Вот сегодня у меня груша и банан. Пока еще не решила, какие лучше, поэтому если есть предпочтение, можно посоветовать. Вот такие, например, штуки из стекла делают. Посмотрите, что я увидела, конечно же. Вот видите, вот эти коричневые штуки. Это таксы, сережки таксы. Смотришь в окно. Ждешь, когда будет твоя остановка уже. Типичный день в Венеции. Я вновь купила мармеладки, чтобы пойти отдохнуть в номере, а потом идти дальше гулять. На этот раз Стармикс. Второй день подряд. Вечером, приезжая сюда, кажется все более симпатичным, чем днем. Свет красивым становится. Да. Однозначно вечером здесь мне нравится больше. Wine is fine. Записываем. Тут даже можно реально вот так вот. Как жутко это выглядит. Ну, круто. Вау. Днем мы сегодня были там. Это очень популярный мост. Да, он, я думаю, может, известный. Это я просто такая просвещенная. Но, честно, мне он не очень нравится. Не знаю. Мне кажется, много более симпатичных мостов. А днем мы даже подойти туда, мы вон туда дошли. Там было так много и тесно, что мы развернулись и пошли дальше. Здесь хоть не так тесно, как днем, но все равно людей много. Мы пришли на станцию, а такое ощущение, что кроме нас здесь вообще никого больше нету. В смысле, не только на станции, но и вот здесь, и вон там. Вот так вот. Это видео началось с того, что я возмущенная ехала на водном трамвае. И это видео заканчивается, что я довольная еду на этом же трамвае, только уже назад. Ой, тот мост, который мне не понравился. Я плыву к мосту, который мне не понравился, на морском водном трамвае, который мне тоже изначально не понравился.